Наверняка каждый из вас когда-нибудь имел в жизни цель или мечту и очень сильно желал, чтобы она осуществилась. Все мы в детстве верили в волшебника, который придет и исполнит наше заветное желание взмахом волшебной палочки. Детство ушло, а вместе с ним и вера в волшебников, которые остались на страницах сказок и в мультфильмах. Но что если волшебники существуют, и они прямо сейчас находятся среди нас, и даже выглядят как мы? Каждый день они ходят на работу, ищут чужие мечты и воплощают их в реальность. И если до этого момента вы их не встречали, то сегодня я вас познакомлю. Знакомьтесь, это Шамиль. Ему всего 24 года, а он уже возглавляет корпоративный фонд Менин Арманым. Он собрал свою собственную команду из таких же молодых, талантливых и креативных ребят, чтобы начать исполнять мечты тяжело больных детей по всему Казахстану. Сәлем, достар. Бұл менің арманым жобасы. Достар, осы менің арманым деген жобаға көп алғыс айтам. Осы жоба арқылы мен тілегімді орындадым. В общем, это статуэтки для детей. После исполнения мечты мы дарим им вот эту звезду и говорим, что вот наш фонд исполнил вашу мечту. Тут надпись есть на казахском «Еримге толы таском бол». Это, что в переводе означает «будь наполнен доброты». Если так, какой. Благотворительность это не означает только как бы помощь денежная, а благотворительность это поддержка человека в трудной жизненной ситуации. Бывают у нас моменты, когда люди не понимают, для чего это все создается, не понимают, для чего вообще делать благотворительность. Были люди даже, которые задавали такой трудный вопрос, почему именно помогать этим детям. Наши дети, они как бы не все здоровые. Есть дети, которые болеют ДЦП, есть дети, которые при смерти уже болеют онкологией. И есть люди, которые задают вопрос, зачем помогать тем людям, которые и так умирают. Лучше давайте поможем тем, кто реально нуждается. А на самом деле, если помочь ребенку встать на ноги, показать ему смысл этой жизни, показать ему вообще всю красоту этого мира, вот эти краски, он может поменять свое мировоззрение и увидеть то, что, оказывается, можно за что бороться. И мы пытаемся это предоставить креативно. Это раз. Во-вторых, чтобы молодежь и вообще в целом все казахстанцы, весь мир понимал то, что благотворительность это не только денежная помощь, а чтобы они понимали то, что люди должны помогать детям и вообще людям эмоциональная поддержка. Это очень важно. То есть морально поддерживать, помогать людям. Это вот креативно подходить к этому мы пытаемся сейчас у нас в Казахстане, и вроде бы у нас получается. Кто-то говорит, что это просто благотворительность, но для нас это целая жизнь. 15 октября фонду исполнился ровно год. И за это время ребятам удалось исполнить мечту более 60 тяжело больных детей. Мы не могли пройти мимо такого необычного проекта и решили лично познакомиться с командой волшебников. Всем добрый день, меня зовут Адана, мне 23 года. Я в эту не компанию, скорее всего, корпоративный фонд пришла недавно, так как я сама занимаюсь очень давно благотворительностью, уже 16 лет. Ранее, получается, у меня был определенный опыт, и я решила помочь именно этому фонду, который для Казахстана это очень, знаете, такое актуальное направление, такое, знаете, необычное направление, где вот дети, где ты исполняешь мечту, где ты даешь толчок ребенку жить, да, дальше какой-то там, не знаю, с каким-то вот вдохновением, чтобы он жил дальше и так далее. Когда мне предложил Шамиль позвал когда в корпоративный фонд, я сразу же согласилась, потому что для меня это будет огромный опыт, и я хотела именно поделиться со своим же опытом ребятами, которые здесь работают. А то, что он молодой такой, вас не смущает? Нет. Знаете, если даже человек младше меня, я обращаюсь всегда на «вы». В этом нету ничего плохого, потому что я считаю, кем бы ты ни был, какой у тебя репутации не был, всегда нужно оставаться человеком. Меня зовут Акканат. Я когда узнала, что он открывает вот такой фонд, вот такое дело, и я всячески старалась пробиться в этот фонд. Я его преследовала, если честно сказать. И мне понравилось, потому что
родители подходят к нам, дети благодарят нас, говорят «Аллах разы болсын», это значит «Благослови вас Господь». И 4 года назад у меня были проблемы очень большие психические, и я не знала, как найти выход. И тогда один человек, он очень, знаете, очень мудрый человек, он сказал мне: если хочешь добиться чего-то в жизни, достичь какой-то цели, ты должна собирать бата. То, что Шамиль Агай ранее сказал. То есть бата — это благословение людей. Он сказал: помогай всем и не жди обратно, когда тебе это вернется. Оно вернется тогда, когда ты не будешь ожидать. Так что просто делай хорошие дела кому-то. Меня зовут Алишер. Я являюсь координатором по исполнению мечты. Лично для меня, почему я здесь, это суть изменить понятие людей насчет благотворительности. То есть благотворительность — это не только... У нас почему-то в нашем социуме образовалось такое мнение, что благотворительность — это я тому-то отдал столько-то денег, я помог. Я тому-то отдал мои ненужные вещи, я помог. Нет, моя личная цель — это изменить это понимание. То есть ты помогаешь людям не только чем-то, а помогаешь словами, поддержкой, помогаешь эмпатией, показывая человеку, что этот человек важен тебе, даже если это незнакомый человек. Я хочу изменить именно мировоззрение нашего народа. Меня зовут Сымбат, я являюсь координатором, работаю координатором волонтерами корпоративного фонда «Менің арманым». Я думаю, что «Менің арманым» — это новый проект в Казахстане, и мы работаем с волонтерами, чтобы делать мир вокруг лучше. Детское спасибо — это самое ценное спасибо в моей жизни. Думаю, что будем работать до конца, чтобы ради детей. Расскажите про своего начальника Шамиля, он какой строгий, добрый, характеризуйте его, что это человек? Шамиль Агай, он такой ответственный, во-первых. Я думаю, что ответственный, строгий иногда, и самое главное, это он хороший человек. Эти ребята определенно являются яркими представителями прогрессивной молодежи, которые в своем юном возрасте уже осознали ценность жизни другого человека и проявляют активное участие в ее становлении. Надо отметить, что наш фонд исполняет только нематериальные мечты, то есть подарить iPhone, купить игрушку, этим мы не занимаемся. То есть бывает также, родители звонят и говорят: откройте нам сбор, мечта моего ребенка — это вылечиться. Как бы это понятно, это и так делается, другие фонды и так поддерживают. И наша изюминка в том, что мы исполняем нематериальные мечты. Одна девочка, она мечтала стать принцессой Софией. Она смотрит мультики, она прям мечтала об этом. Потом мы начали искать замок в городе Алматы. Потом нашли, оказывается, есть женщина, которая еще в 2000-х годах мечтала построить замок. Потом она накопила достаточно денег, построила замок, и сейчас она там сама живет. И нашли ее контакты, позвонили и сказали: у нас есть девочка, которая хочет стать принцессой Софией. И мы поехали к ней, переговорили, обсудили весь проект, и потом связались с девчонкой и сказали, что мы хотим исполнить ее мечту. И полностью все переоделись в персонажа этого мультика. Ее Тамириса, мы как говорили, принцесса Тамирис, мы сегодня исполняем вашу мечту. Все, что вы пожелаете. Привезли пони, как-то так исполнили ее мечту. Красивая история. А сейчас короткий вопрос, специально для аудитории нашего канала. А были ли такие пожелания: хочу петь как Димаш? Были дети, которые хотели увидеть Димаша, спеть с ним вместе на концерте. И этот вопрос тоже сейчас, кстати, обсуждается. Мы по максимуму пытаемся выйти к Димашу, разговаривали с его отцом, и вроде бы пока идем в правильном направлении. А сейчас давайте попробуем понять, как отличить желание, навязанное родителям ребенка, от его собственной мечты. Наш координатор по принятию заявок общается с ним, с родителями, с детьми, и передает это дальше нашим модераторам. Это координатор по исполнению мечты. Мы полностью проверяем заявки, разговариваем с врачами, с родителями, с учителями, насколько это возможно, и обязательно делаем акцент на мечту. То есть понятие желания, есть понятие мечта. Желание может возникнуть
мгновенных. То есть я увидел классную машину, могу сказать, я хочу эту машину. Это, скорее всего, возможно, будет желание. Но это со временем проходит. А мечта, про это ребенок каждый день говорит. Он об этом мечтает. Он прям может родителям целый день говорить, годами, месяцами. И мы делаем именно акцент на это. И самый главный вопрос, который мы задаем, почему. То есть я хочу увидеть, опять-таки, Димаша Кудайбергена, да, мы задаем вопрос, почему. Если ребенок может ответить на этот вопрос, скорее всего, это его мечта. А бывают такие моменты, что родители пишут, Хайрата Нуртаса хочет увидеть мама, и может написать, мой сын хочет увидеть Хайрата Нуртаса. И бывают и такие моменты. Но мы, наши модераторы, вот эти все моменты прорабатывают, общаются и узнают, что есть, оказывается, вот такая-то мечта, таких-то мечт еще нет. То есть разбираемся, это желание или мечта. Убедившись в серьезности и нужности такого проекта для общества, невольно начинаешь задавать себе вопрос, а как такая идея могла прийти в голову столь молодому юноше в его 24 года? Вообще этот проект зародился еще во время пандемии, карантин, когда все были дома, никто не выходил из дома. Я сам жил за городом, выходил во двор и часто думал, надо начать какой-то проект. Я уволился с работы и начал задаваться вопросом, чем я должен заниматься. То есть всегда у меня была такая мысль помогать другим, но как помогать, это уже был отдельный вопрос. Когда во время карантина я очень часто выходил на улицу, еще я помню, это был вечер, смотрел на закат, у нас там сразу закат виден, смотрел на закат и задумывался, чем же я могу помочь. И я заболел, не знаю какой болезнью, надеюсь, не коронавирус, да, вот заболел, и тогда папа начал, будучи сам болеть, но помогал мне, то есть помогал мне встать на ноги, но он сам болел параллельно. Он помогал мне, там, приносил вот эти лекарства, я через 3 дня встал на ноги и потом уже отцу помогал. И в этот момент я понял, то, что даже если тебе трудно, если ты будешь помогать кому-то, всегда это, люди это всегда ценят. Потом я начал уже изучать проекты, надо начать, все, этот карантин дал мне понять, что надо заниматься благотворительностью и помогать людям. Я вначале не осознавал какой-то проект, я просто, у меня как бы было большое амбиции желание, были, огромное да, желания, желание. амбиции были. Я не особо задумывался, что будет завтра. Я жил настоящим днем, когда собирал команду и говорил, ребят, мы будем исполнять мечту, там, представьте, Диснейленд, там, не знаю, Америка, Нью-Йорк, Москва, Астана, Алматы, там, Коктюбе, Шимлах, вы прикиньте, там ребята будут радоваться, все родители будут говорить то, что типа, пусть у тебя будет все хорошо, и вы станете счастливее, и т.д. и т.п. И когда вот первую мечту исполнили, я прихожу домой и задумываюсь, стоило это всего того, то, что мы делали. Прихожу домой, вижу то, что вот родитель доволен, выпуск вышел, вижу нашего маленького Дидара, как он радуется, как он заплакал, как мама сказала, вот когда я уходил, мама так, мою руку пожала и сказала, Шамиль, типа, Аллах разусын, благослови тебя Бог. Я в этот момент встал и сказал, Рахмет, большое, и вспомнил слова своего отца. Мой отец всегда говорил, если хочешь, чтобы у тебя все было в жизни хорошо, надо взять бата у старших людей своего народа. Своего народа. То есть, если твой народ благословит тебя, то у тебя все будет хорошо. Я вот этот момент понял, и я вспоминаю то, что мама говорит, мама ребенка говорит, Аллах разы болсын. И тут 61, да, родитель говорит, Аллах разы болсын, пусть тебя благословит Бог. И тут у нас все поперлось, я так скажу, все классно получилось.
Первая мысль, которая может прийти в голову, это «ну какие еще могут быть мечты у больного ребенка, кроме как поправиться?» Оказывается, это самое большое заблуждение. В жизни по-прежнему большой ценностью является искреннее внимание со стороны другого человека. Если с призмы ребенка смотреть, то есть со стороны его состояния, это очень сильная поддержка. Для нас может казаться такой стандартной мечтой, там, хотел погулять по Алмате или что тут интересного, а для ребенка это целая жизнь, потому что он 10 лет из дома выезжал, только в Алмату приезжал ради больницы, он лежал там месяцами, получал лучи, получал вот это все лечение и просто оттуда уезжал, просто посмотрел на горы издалека, из окон и обратно уехал. А тут приезжает, ему весь всю Алмату показывают, там люди перед ним бегают. Мы понимаем, что ребенку, оказывается, нужно внимание не только родителей, но и людей окружающих. Да, были ДЦП ребята, которые, они все понимают, но не могут разговаривать. Мы им говорим привет, он смотрит на нас, я понимаю, в глубине души он говорит привет, привет, ребята, я очень ждал вас. И вот этот момент, оно дает сильную мотивацию. И все вот эти проблемы, которые были до этого, забываются, когда мечта сама исполняется. Показательно то, что ребята не только делают добро, но и вообще открывают глаза на такое понятие, как благотворительность. Оказывается, творить благо может каждый, и для этого не обязательно в кармане иметь кругленькую сумму. Там без возрастного ограничения, хоть ты школьник, ты пенсионер, нет разницы. Мы туда их добавляем, и иногда бывают такие мечты, как раз таки, вот я рассказывал уже, принцесса Тамирис. Там нужна была масса. Массовка, да, чтобы люди прям скопились вокруг нее, там, ждали ее, там, хлопали. И вот тогда и пришли наши волонтеры. В целом, вот когда мечта исполняется, мы обязательно пишем критерии. Ребят, там, вот такая-то мечта, нужны какие-то волонтеры. Там, кто с машины, кто с чем там. И вот люди приходят. В основном сейчас молодежь, но и взрослые люди по всему Казахстану вот, звонят, спрашивают, хотим помочь, чем мы можем помочь. Были люди, которые привозили вещи. Мы как бы вещи не собираем, да. Мы говорим, давайте вот контакты ребенка, свяжитесь с ней, там, с мамой. И, отвезите. Да, отвезите, переговорите, что ей нужно. Если вы хотите в этом не денежном плане, вообще, может что-то подарить, вот контакты можете узнать у нее самой. Мы выпустили уже не один фильм, в котором пытались постичь феномен казахов. Я искренне считаю, что перед вами еще один яркий пример такого феномена. И мне очень важно понять причину. Откуда в столь юном возрасте такие глубокие стремления и позывы? Мое воспитание, так скажем, да, всегда дает мне мотивацию в том плане, что родители всегда говорили: помогай близким, помогай людям, помогай людям, помогай людям. И я знаю то, что хоть я буду бизнесменом, хоть буду госслужащим, буду работать даже не в Казахстане, там, за границей, в каких-то крупных компаниях, без разницы. Главное, чтобы я помогал людям. Для меня это важно. То есть вот именно вот этот момент дает мне сильную мотивацию работать и двигаться дальше. Именно моя душа требует того, чтобы я помогал людям, показывал им хорошее, то, что можно делать классные проекты, крутые проекты, не безвозмездно. Надеюсь, этот фильм показал вам, что в нашем, казалось бы, суровом, взрослом мире по-прежнему происходят чудесные вещи. Волшебники не остались в книжках, а по-прежнему живут рядом с нами, делая этот мир светлее. А самое главное, если сильно по-настоящему захотеть, то можно и самому стать волшебником, превратив в сказку, если не целую жизнь, то хотя бы один день из жизни другого человека. Дорогие друзья, будьте наполнены добротой, помогайте своим близким, помогайте всем людям, которые нуждаются в этом. Нет возрастных ограничений, ограничений у вас в голове, так что надо всегда помогать. Мы даже молодые казахстанцы, молодые ребята из Казахстана тоже помогаем, так что все, кто смотрит сегодняшний выпуск, всем желаем, чтобы они тоже исполняли мечты и помогали всем людям, которые нуждаются в этом. Рахмет.
Супер.